Друзья, всем привет! Сегодня будет мега полезное видео, в котором мы разберем основные модели разворота. Также мы посмотрим, как эти модели можно между собой комбинировать. Ну и как эти модели в принципе можно определять. Видео будет максимально полезным, поэтому рекомендую смотреть его полностью от начала и до конца. И давайте с вами начнем. Сегодня у нас торговли не будет, поскольку сегодня выходной день. Мы все это дело рассмотрим на истории. Итак, первая модель разворота. Она называется SHIB. Итак, что из себя представляет SHIB? Давайте нарисуем. Цена у нас, к примеру, двигалась в консолидации, в коридоре. Ходила от уровня к уровню, и здесь возникло резкое движение вверх. После этого движения цена откатилась с такой же силой, с которой и пришла сюда. И в данном месте, на пике, у нас как раз образовался SHIB. Что у нас предшествовало данной формации? Увереннейшее движение в одну сторону, то есть на повышение. И то, что данный SHIB у нас образовался намного выше предыдущих максимумов. Предыдущих дней или часов, смотря на каком таймфрейме вы торгуете. То есть наверху данной формации у нас образовалась примерно вот такая вот картина. Здесь у нас была огромнейшая свеча на повышение и такая же огромнейшая свеча на понижение. Могут быть также две свечи, к примеру, вот так вот. То есть цену резко вытолкнули. И SHIB, как правило, состоит из двух-трех свечей. Давайте рассмотрим это дело на примере. У нас здесь дневной таймфрейм евро-доллара, видим формацию. Вот наш SHIB. То есть мы с вами смотрим, где у нас были максимум предыдущих дней. Видим с вами увереннейшее движение в одну сторону. Здесь у нас образовался SHIB и реакция на понижение. То есть разворот тренда. SHIB у нас является разворотной моделью и говорит о развороте тренда. Как его можно использовать на Форексе и бинарных опционах? На Форексе, я думаю, понятно. При появлении SHIB мы заходим просто на понижение. Здесь выставляем стоп-лосс сверху. И просто идем за ценой. То есть мы определили с вами разворот тренда. Если же дело касается бинарных опционов, то это можно рассматривать как потенциал. На мелких таймфреймах это не будет работать, только начиная с часового. То есть на часовом таймфрейме мы определили данную информацию. Видим, что цена у нас движется на понижение и заходим вниз по тренду по потенциалу движения цены. Следуем за ценой. Теперь давайте рассмотрим другую разворотную формацию. Так называемая V-образная формация. Рисую. К примеру, цена у нас идет на повышение. Присутствует здесь восходящий тренд. Цена у нас движется вот так вот. И здесь происходит такое вот движение и резкий отскок с такой же силой. Здесь, как мы видим, образовалась V-образная формация. То же самое у нас может быть и с трендом на понижение. То есть цена у нас шла, и здесь образовалась V-образная формация. То есть это у нас симметричные впадины или вершины, которые также указывают на разворот. Но это можно счесть за простую коррекцию, и они должны подтверждаться. И теперь мы с вами рассмотрим комбинации. Как вы могли заметить, V-образная вершина и SHIB между собой очень похожи. Похожи именно по движению. И если мы увидели, допустим, при восходящем тренде V-образную формацию, вот у нас V-образная формация, мы для начала не можем поделить, разворот это или просто коррекция. И в этом нам помогут другие факторы. Например, SHIB. Если у нас вот здесь вот, давайте нарисуем, в данном месте возникла формация SHIB, то есть у нас была свеча уверенная на повышение и такая же свеча на понижение, то это явно можно счесть за разворот тренда. И цена продолжит свое движение дальше на понижение. Это первый вариант комбинации V-образной формации и SHIB. Давайте рассмотрим это также на примере вот здесь вот. Смотрите, в данном месте присутствует определенная область. Здесь мы видим одновременно и V-образную формацию, и SHIB. И если это была бы просто V-образная формация, то это могла бы быть просто коррекция, и цена могла бы просто отскочить на повышение. Но в данном месте у нас присутствует SHIB на самой вершине нашей V-образной формации. И мы можем рассматривать это как разворот тренда и дальнейшее движение вниз. Ну и такие же условия. V-образная вершина должна быть выше максимумов предыдущих дней или часов. И также V-образная впадина должна быть ниже минимумов предыдущих дней или часов. И в отличие от шипов, V-образные вершины и впадины могут быть использованы на более мелких таймфреймах. То есть 5-минутный, 15-минутный и так далее. Итак, из V-образной вершины или V-образной впадины могут возникнуть двойные вершины или двойные впадины, соответственно. Итак, двойная вершина у нас выглядит вот таким вот образом. И двойная впадина выглядит вот таким вот образом. То есть все наоборот. И, естественно, они должны образовываться после восходящего тренда и после нисходящего тренда. Опять же, соответственно. Двойная вершина считается завершенной, если цена уходит ниже локального минимума. То есть данная линия, которую мы провели при отскоке. Ну и двойная впадина считается завершенной, когда цена уходит выше локального максимума.
Это у нас локальный минимум, это локальный максимум. А вот у нас пример двойной впадины, или же двойного дна. То есть присутствует у нас здесь нисходящий тренд, и возникает у нас двойная впадина, после которой цена уходит дальше на повышение. То есть происходит смена тренда. Ну и то же самое с двойной вершиной, только все наоборот. Теперь рассмотрим, как комбинировать фигуры. Смотрите, ребят. Мы знаем так называемую фигуру медвежий флаг, который указывает на понижение. Он выглядит вот таким вот образом. И внутри двойной вершины у нас могут возникнуть другие фигуры или разворотные формации. К примеру, вот у нас двойная вершина. Давайте я сделаю даже вот так вот. Здесь, в данном месте, мы видим разворотную формацию шип, которая выглядит данным образом. Свеча на повышение, свеча на понижение. После мы видим движение вниз, и в данном месте у нас возникает медвежий флаг. То есть цена у нас двигалась вот так вот, образовался флаг, и цена направилась дальше на понижение. Но двойная вершина у нас еще не сформирована. То есть если цена еще не дошла до нашего минимума, то это в принципе не считается пока что двойной вершиной. Но поскольку у нас есть данные формации, которые указывают в совокупности на понижение, мы можем предположить, что цена у нас дойдет в любом случае до нашего минимума и, вероятнее всего, пробьет уровень поддержки. И тренд у нас сменится. То есть все разворотные формации можно между собой комбинировать. Здесь мы скомбинировали двойную вершину, формирование двойной вершины, шип и медвежий флаг. Все это указывает нам на понижение, что увеличивает вероятность захода нашей сделки. Итак, теперь рассмотрим формацию голова и плечи. Думаю, всем она знакома. Давайте я ее нарисую. Также голова и плечи действуют в обе стороны. У нас должны быть 3 вершины или 3 впадины. И впадина посередине должна быть больше всех остальных. Естественно, они также должны образовываться при тренде на повышение и при тренде на понижение. И голова и плечи считаются завершенной, если у нас пробита линия шеи. Линия шеи чертится через отскоки, то есть через локальные минимумы в восходящем тренде и через локальные максимумы в нисходящем тренде. Вот у нас, например, фигуры голова и плечи. Присутствует нисходящий тренд. Здесь мы видим с вами первую вершину, отскок, вторая вершина, отскок и третья вершина. И у нас тренд сменяется. Помимо различных фигур можно, естественно, использовать паттерны. К примеру, в данном месте у нас есть паттерны, указывающие на повышение. Вот паттерн и вот паттерн. То есть все знания в совокупности можно комбинировать и получать очень хороший результат. Также фигуры разворота, одной из основных, служит у нас треугольник. Как мы знаем, треугольник может служить и фигурой разворота, и фигурой продолжения тренда. Восходящий треугольник при тренде на повышение и нисходящий треугольник при тренде на понижение служат у нас фигурами разворота, в зависимости от условий. Напоминаю, что они также могут служить фигурами продолжения тренда. Здесь можно смотреть, в принципе, по факту, куда они пробьются. То есть, если данный треугольник у нас пробился вниз, то тренд у нас развернулся. И можно заходить уже на понижение, рассматривать движение вниз. И ключевым фактором здесь является направление пробоя треугольника. Также треугольники можно спутать с другими формациями, которые указывают на продолжение тренда. А для этого нам нужно смотреть на движение, которое было в данном месте. Если у нас возникло здесь импульсное движение, то вероятнее всего тренд продолжится. Если же здесь были какие-то консолидации, неуверенные движения, то есть если импульсного движения у нас здесь не было, то вероятнее всего это фигура разворота. Импульсное движение, конечно, также может возникнуть, но здесь уже учитывается размер этого импульсного движения. То есть импульсное движение может быть вот таким вот. То есть сравнительно очень маленьким по размеру с треугольником. И данное движение у нас не является какой-либо фигурой продолжения тренда. Итак, вот отличный пример треугольника. Был у нас опять же нисходящий тренд. Здесь возник треугольник. И тренд у нас здесь сменился. Заметьте, что здесь было небольшое импульсное движение, но оно очень-очень маленькое. И цена до этого двигалась в консолидации. Итак, еще одной фигурой разворота у нас является клин. Как выглядит клин? При восходящем тренде он выглядит примерно вот так вот, и при нисходящем тренде он выглядит примерно вот так вот. То есть данная формация демонстрирует замедляющийся рост в условиях сужающейся модели. Это говорит о том, что у цены, проще говоря, заканчиваются силы, и что давит здесь в обратную сторону. И сигналом к развороту служит пробой
данной линии тренда. Вот у нас прекрасный пример клина на дневном таймфрейме евро-доллара. Рисую трендовую линию. И клин у нас пробивается вниз. Вот еще один пример клина. Опять же рисую трендовые линии. И цена у нас пробивается вниз. То есть все время у нас здесь цена сужается, ходит в диапазоне и постепенно у нас этот диапазон сужается. При этом здесь присутствует определенная восходящая тенденция. Итак, друзья, мы с вами рассмотрели основные разворотные формации. На этом видео подходит к концу. Торговли у нас сегодня не будет, сегодня только теория, поскольку сегодня выходной день. Но теория и анализ по истории также очень полезны, поскольку все рыночные движения повторяются. Друзья, обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным. Подпишитесь на канал, кто еще не подписан, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Благодарю всех за поддержку, всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.